Приветствую вас, друзья! В одном из предыдущих видео я показывала, как можно зашить носок тремя разными способами. Вот я брала такой желтый носочек и его зашивала. Это остался брат того носка. А сегодня я хочу вам показать способы, как можно носок не зашить, а заштопать. Дело в том, что если дырка у вас будет... Ну, давайте сразу начнем. Сегодня у нас будет зеленый носочек, вот такой. И обычно где у нас протираются носки? Протираются они на пятки. Если дырочка на вашем носке вот такая вот тоненькая, то в принципе ее можно зашить. Но обычно носки на пятки протираются так более такой круглой большой дыркой. Вот. Мы ее с вами организовали. И хочу вам показать и рассказать, как можно сделать хорошо и качественно штопку на этом носке. Когда дырка вот такая вот большая, а бывают дырки и еще больше, то лучше штопать не так, как вот есть способ такой, как корзиночка. То есть нитки вдоль, нитки поперек. Ну и такая получается, как плетеная корзиночка. Но такой метод штопки, он хорош для совсем небольших отверстий. Ну, вот примерно вот такую дырочку очень даже легко будет им заштопать. Но так как у нас с вами дырка достаточно большая, я вам покажу еще один способ, который, я думаю, вам понравится. Способ этот хорош тем, что шить его достаточно легко. В этом месте пятка становится прочной, хорошей и совершенно не давит на ногу. Чем лучше всего штопать? Можно взять по цвету обычную нитку, но нитка тонкая, и вам придется целый день сидеть с этими нитками. У меня на канале есть видео, как сделать вот такой вот очень удобный органайзер для катушек с нитками. А для штопки носков, вот мое такое мнение, лучше всего пойти в магазин и купить мулине. Мулине бывает самых разных цветов, и вы легко подберете себе по цвету такую нитку, какую вам нужно. Ну, это я вот взяла то, что у меня есть. Сегодня мы будем шить какой-нибудь контрастной ниткой, хотя при желании я бы могла выбрать и пришить, и зашить так, что даже вот не будет заметно. Чем хорошо мулине, что можно сделать абсолютно любую толщину нитки, такую, как вам надо. Смотрите, она расслаивается, тут много слоев. Хотите, шьете вот так, хотите, разделяете на несколько ниток, ну и так далее. Ну, давайте мы с вами выберем вот такую вот розовенькую ниточку. На ней будет хорошо вам видно, она не темная и контрастная. Так как носок у меня довольно плотный, я хочу взять эту ниточку втрое. Вот смотрите, я взяла нитку, состоящую из 3 ниточек мулине, и сложила ее пополам. Теперь я вот эти 2 кончика вкладываю в иголку. Вот так вот. Ну и вот получается у меня что? На конце вот такая вот петелечка. А ниточка сложилась, смотрите, в единое целое. Для того, чтобы было удобно штопать, нужно какое-то приспособление. Вот можно взять крем. У меня есть специальные такие штучки для штопки. А вообще можно взять удобное приспособление, такое как лампочка, аполлонник, банка, ну и так далее. Продеваю выше, чем наша дырка, иголку. И захожу иголкой вот в эту вот петельку, которая сложилась у нас при сдваивании нитки. Таким образом у нас с вами не останется узелочка.
Вот так вот ниточку протягиваю. А дальше все просто. Смотрите, ниточка у нас идет вниз. Я подхожу вот так иголкой под нитку. И так, чтобы вот эта петля, она осталась под иголкой, получается. Вот так. Раз. Я буду штопать не очень плотно, чтобы поменьше времени заняло. Смотрите, каждый раз мы заходим вот так иголкой под нитку. И выходим сверху вот этой нитки. То есть одна нитка у нас получается сверху иголки, а вторая снизу. Вот так. Таким способом можно штопать, как обычные носки. Ну, все, только брать нитку в зависимости от толщины носка. И таким же образом можно штопать носок шерстяной. А также такой штопкой можно делать и штопку на рукаве или в любом другом месте. Вот так, каждый раз мы подходим под ниточку, а иголку сверху ниточки берем. Вот мы и пришли туда, откуда начали. Укрепили край. Теперь мы делаем то же самое. Мы проходим вот так и выходим чуть-чуть ниже. И опять натягиваем ниточку. Не сильно натягиваем, чтобы у нас вот так сбежалось, а просто прикладываем ее и заходим. И теперь мы с вами будем делать то, что мы делали, только здесь мы подцеплялись к носку, а здесь мы будем делать вот так. Смотрите, подцепляемся к петле, которую мы создали при шитье носка, подходим под нитку, которую мы натянули, и выходим сверху. Опять подходим, цепляемся к той петле, которую мы с вами сделали, подходим под нитку и сверху вот этой нашей нитки, которая в иголке. Получается очень прочная, замечательная штопка. Заходим в петлю, подходим под нитку и сверху над ниткой. Вот так.
и гораздо быстрее, чем штопать методом корзиночка. Там надо постоянно под низ, под верх, под нитку подходить. А так, смотрите, какой красивый у нас с вами шов получается. Вот так. И теперь делаем то же самое. Опускаемся чуть-чуть ниже. И опять протягиваем нитку. Ну и точно так мы заходим в петлю, которую мы с вами сделали, подходим под нитку. Не забываем нитку от иголки опускать вниз, вот так. И затягиваем петелечку. Вот еще раз покажу поближе, подробно и медленно. Смотрите, мы заходим в петельку, которую мы с вами сделали. Их прекрасно видно. Вот они, эти петельки. Заходим в петельку под нитку и в нитку. Вот так. Опять заходим в следующую петельку. Вот так. И над ниткой выходим. Просто и очень быстро. И посмотрите, какой прекрасный у нас получился результат. Такие ячеечки гораздо плотнее, чем если штопать крестиком. То есть под одну зашли, над другой вышли. Ну вот у меня заканчивается ниточка, я сейчас ее прикреплю. А дальше я покажу вам, как шить обычными нитками, потому что, ну, допустим, в доме не у всех есть мулины. А нитки обычные, ну, есть, наверное, в каждом доме. И вот так вот я ее закреплю. Это если кто не любит завязывать узелочки, можно просто несколько раз вот так вот пройти. Можно вот так несколько раз пройти по краю дырки и край укрепите, и не надо вам будет завязывать узелочек. Вот такой толщины получается ниточка. Вот так точно захожу в петельку. Вот так. И зашла. Теперь делаем то же самое вот обычными нитками. Вот и посмотрим, как будет лучше обычными нитками штопать или нитками мулине. Ну и точно так же подходим. Заходим в петельку под нитку и над ниткой сверху. Раз. Но я сейчас немножечко прошью и покажу вам готовый результат.
Вот, посмотрите, какой результат у меня получился. Я не удержалась. Когда у меня заканчивала нитка одного цвета, я брала другую. Смотрите, как симпатично получилось. Гораздо красивее даже, чем было раньше. И теперь, что нам нужно сделать? У нас вот здесь получился с вами такой открытый край. Просто мы берем и делаем вот что. Иголкой подходим вот так и выходим где-то прямо здесь, возле первой нашей петли. А дальше все просто. Мы, вот раз у нас ниточка выходит из носка, мы заходим в ту петлю, которую мы сделали с вами. И опять заходим в то же самое место. Теперь опять заходим уже в следующую петлю. И выходим под петлей. Заходим в следующую. Просто пришиваем через край. Ну, получается очень красиво, очень аккуратно. Если делать вот прям иголочку откуда вышла, туда ее и заходить назад. Вот так. Ну и вот что у нас с вами получилось. Смотрите, какая красота. Посмотрим, что делается с обратной стороны. Заодно закрепим нашу ниточку. Вот здесь остались кончики от ниток. Я их заранее не обрезала. Выходим иголочкой. Вот смотрите. Была дырка, стала красивая заплатка. И нам нужно закрепить нашу ниточку. Ну, а вот что получилось с наружной стороны. Если вы будете шить мулине, смотрите, какой красивый получается ровненький шов, ориентируйтесь на толщину носка. Тоньше носок, в меньшее сложение будет мулине. Ну, а обычная нитка номер 40, смотрите, меньше чем в 4 раза ее складывать не надо. И получается вот такой вот эластичный, очень удобный, аккуратненький шов. Ну, а если вам очень хочется пошить, а дырки уже нету, то можно сделать, смотрите, таким швом можно сделать и любую вышивку. Хоть на носке, хоть еще где-либо. На этом всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.